Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Гректеха. И как я обещал в прошлой серии, будем сегодня с вами заниматься вот этим блоком, точнее мультиблоком. Нам нужны все-таки эти всякие борды. Так, кстати, крафт я так и не посмотрел. Они также, кстати, и создаются у нас в Chemical реакторе. Но можем создавать здесь. Кстати, давайте посмотрим на разницу. То есть 8 штучек мы сможем с вами получать... Т-т-т. Минуя вот этот крафт. То есть, по идее... Так, 8 на 32. Если даже так блин, тут, конечно, лучше есть крафты. Но даже если так раскидать... Раз, два... Ну да, это в разы выгоднее создавать. Получается в 2 раза больше бордов, чем в таком крафте. При этом минуя еще крафт пластин. Прикольно. Но помимо этого мы можем еще с вами здесь повышать тир. PSB Factory. И тут количество, кстати, увеличивается. Тир первый 12 штук. Ну через поливинил. То есть если идти не через полиэтилен. Здесь вообще добавляется какой-то натиес. Что такое натиес? Соки, золотой блок. Чего? Возможно, не тратится. Один раз ее скрафтил и все. Так, Nano Forge. У меня такого нету. Возможно... Да, NC, типа, наверное, не тратится. Типа, тут такой значок, здесь такой, да. Ну да, вот это в разы лучше, то есть на 4 больше. Тик. Я смотрю, вот нижний крафт, что-то не понимаю. Тик. Ничего только не меняется, чисто микросхемка. Вот это тут через серебро если идти, окей. Так, политерфлорэтилен по 16. А что у нас в конце ожидает? Радокс полимер. Ох ты. Да, круто. Вот это я понимаю. Надо будет через этот нанофорж как-нибудь до него дойти и вообще посмотреть, как полимер радокса создается. Да, классный крафт, мне нравится. Хорошо. В общем, нам нужно будет поставить ее на крафт. Потом, так. Кстати, можем проще нажать сюда. И тем самым указать себе. 1, 40, 25, 72, 25. Во. Ну, это я уже подготовил. Хотя бы одну штучку сейчас создадим. Вообще будет прекрасно. По тиру уровня любой, даже на 12 странице нам крафт все подходит. Кстати, нет, еще не все посмотрел. Боарт. Вот такие вот крафты. Не то смотрю, да, вот. Так, тир нам позволяет. Ну, я вообще говорю про вольтаж. Тир это всегда нарастить можно будет. Даже здесь на максимум. По 20 штучек за крафт. Неплохо. Энергия позволяет. Ну и здесь, разумеется, тоже. Угу. Ух ты! Ух ты! Что я вижу? Теперь можно такие борды создавать. Так. Что это такое? Оптикал, все-таки появились новые микросхемки. Какая красота. Ты-ты-ты. Классно, классно. Но мы, думаю, до них дойдем однозначно. Ладно, посмотрел, душу потравил, все. Погнали. В общем, нам что на карту нужно поставить? Во-первых, разумеется, поставить вот эту штуку. Но это все делать через жидкость пойдем. Ну, ставить, разумеется. Лобысь. Ну, давайте ручку. Да куда ты, ё-моё, два рядом находятся, неудобно. Куда-нибудь тут ручками воткну. Вот так вот.
И в первую очередь, разумеется, ее поставим на крафт. Создается, кстати, не показал. Через 8 роборук. А я не хочу через них. Что-то я поспешил. Not Crystal. Нет, Witwire. Давайте. Вот 16 штучек Witwire. Лучше уж через них пойдем. 4 серкетных ассемблера. ЗПМ тира. Нейтрониум фреймбоксы. На квада хиндалой. Ну, как-то так. Так. PSB. Вот. Это значит уберем. Это сюда. Ну, воткну сюда, потом перезапишу просто рецептик. Ну, давайте сразу тогда поставим ее на крафт. Ой, надеюсь, нам всего хватит. Хотя, сейчас все равно борды можно и по старому рецепту создавать, так что не париться. Но в данном случае мы просто нарастим их производство. А то иногда очень долго они создаются, а тут хотя бы быстрее будет. Так, дамасская сталь. Серьезно? Но мы тогда сделаем проще. 1 к 4. Так, и в экструдере 2 к 1. Кстати, друг друга не заменяют, даже если похожие крафты. Это не может не радовать. И теперь можем уже тыкать, потому что тут сейчас вот эта вся вещица обновлена, и ничего не выключится, это не может не радовать. Все работает как надо. То, как должно было тогда еще работать. А мне было все не до того, чтобы обновлять. Теперь работает, как все запланировалось. Так, ну поехали, значит. Фреймбокс. Вижу, место еще есть. Роды. Хе-хе. Есть. Ну и все. Сколько? 40 штучек на один мультиблок. Кстати, теперь я стараюсь добавлять, если что, субтитры, как и русские, так и английские. Так что, не знаю, кто оценит, тот оценит. Но да, на это время тратится еще часа полтора. Но как-то кто-то попросил меня. Говорит, я так тебе классно смотреть, только, блин, ничего не понимаю. Были бы английские субтитры. Я такой, окей. Первый раз их создавал, писал там туда-сюда и потратил на это, ну, потому что не по незнанию там много всего лишнего сделал. Но по итогу за 4 часа я управился. Сейчас понимаю, что за час могу справиться на любой язык, перевести вообще шикарно было бы. Так что, надеюсь, зрителей у нас прибавится. На квадах запишем. Кстати, не посмотрел. Обычный ассемблер без ничего. Это не может не радовать. Тогда можем в любой тут интерфейс закинуть. О, кстати. Да, я посмотрел, что здесь PlaceCrate блок. Ну, пластиковый, блин, я называл всегда его. Он создается через вид конкрет. Его у меня не было, я поставил на крафт. Ну, хотя бы сейчас хоть какое-то количество жидкости есть, поэтому могу не париться. Так, 25 нужно. Это у меня еще со старой, видимо, чистой комнаты осталось. Так, граты. 12 штучек. Не так уж много. И виброн. Опа. Палочки есть, значит, сейчас научим. Тык-тык. Блин, удобно. Теперь вот хотя бы... Тут не надо направлять. Ну, как вы помните, там друг друга заменяли, они что-то еще делали. Сейчас удобно с обновленной версией. Где рецепт? Я что, не записал, что ли? Ну ладно. Фреймбокс. Кстати, я не понял. Откуда я снял вот эту флешечку? Отсюда. Ну-ка, вернись. Так, и тебе нужно всего лишь 10 штучек. Это подождет? Я забыл. Он как он его скрафтит-то? Ё, надо вначале выучить что-то. Что-то не подумал об этом. Одна штучка. Флешечка. Так.
Обычный сканер здесь подойдет, причем изучается, как я вижу, очень быстро. Ой, флешка есть, хорошо. Ты что там изучаешь, дурак? Он изучил, хотел изучить флешку, отлично. О. Вот, вот. Так, по-быстрому тогда вставим. Я тут, кстати, себе обновил мониторчик. Сейчас, знаете, в Майнкрафт на таком большом мониторе играть вообще такой кайф. Но я вижу, как в некоторых местах разрывается картинка. Ну, из-за FPS, разумеется. Чуть-чуть так это непривычно, неудобно. Понимаю, что... Как люди обычно смотрят меня на больших мониторах. Не понимаю. Так, вот здесь должно было скрафтиться. Жидкости нет. Возможно, скрафтилось за миллисекунду. Так. А теперь давайте смотреть. Чего-то там не хватало нам. Так. А для чего ты нужен? А зачем ты вообще тут нужен? 54 штучки-то. Что-то я сделал не так, да? Тьфу ты, ё-моё. Во, я лоханулся. Вы, наверное, там уже пишите мне там комментарии про этот крафт. Я, блин, сижу, не понимаю. Я, честно, вот, даже не заметил. Не знаю как. Я обычно, когда кого-нибудь смотрю, я такой, как он это не замечает? Ну, тут же все видно, блин, туда-сюда. А вот когда сам ты играешь, вот снимаешь, разговариваешь и так далее, все, у тебя просто твое сосредоточение просто на нуле. Ты видишь только вот мышка, вот на что она наводит, ты вот за ней, грубо говоря, только наблюдаешь, чтобы не упустить ничего. И все. Ужасно. Так. Дамасскую сталь взяли. Стекло есть. Опа. Вот этого надо. Так. Пожалуйста, мне 72 штучки. Вот, а тут теперь он нам нужен. Блин, ну ладно. Кстати. Артериум. Вот, есть. Я, наверное, запишу, знаете как. Так вот лучше. Это беру. Ну, просто в пластинах он мне раньше был не нужен. Сейчас потребовался наконец-то. Плейт. Тут место... О, есть место, хорошо. Порой так смешно читать свои субтитры. Ну, то есть, какие-то слова я не договариваю. То есть, я обычно сам себя не слышу. То есть, я вот максимум с вами разговариваю и так далее. Ну, если слышу сам себя, на повторах, когда я когда я монтирую видео, это одно. Но когда ты как бы слышишь себя и читаешь субтитры, и понимаешь, что тебя не понимает переводчик и так далее, это смешно до одури. Надеюсь, поняли, о чем я. Тик-тик-тик. 72 штучки. Ну все, на крафт пошло. Ну, не так уж много всего, но хотя вот для создания этих пластин куча разной пыли сейчас потребуется. Так, Вибран. О, у меня сейчас затор. Если написать тут вот, то можно видеть, что у меня куча разных слитков. Это все случилось из-за того, что вот здесь у меня стоял Maintenance Hatch. В нем закончились ресурсы, он у меня сломался, перестал работать. В нем накопилось очень много суперкондукторов UHV тира. В итоге буфер тут забился. Основной буфер забился, другие слитки не приходили, и все встало. Сейчас поменял везде Maintenance Hatch, и сейчас все прекрасно работает. Ладно, пока в таком случае я просто Вибран сюда закину. Париться сильно не буду. Если опять что-то где-то будет не хватать, придется пока ручками отнести. Я просто жду, пока UHV тир весь там пережарится. Хотя потихонечку там
начинает все остужаться, и это не может не радовать. Так. Ой, кстати. Я ж увидел, что 18, думаю, что-то там поломалось. Но нет, всего лишь 9 штук. Вот здесь сейчас можете... Опа. В смысле ты опять их используешь? Какого черта? Меня это не устраивает. Не хотел их. У меня Витвайр есть. Они долгие, и, возможно, тут где-то вот опять, видите, что-то встало. Непонятно где. Они все просто похожи друг на друга. Меня они бесят этим. Вот опять, что-то там поменялся какой-то крафт, а я даже не знаю об этом. И все не могу тут разобрать, блин. Жесть. Так. Возвращаемся, значит. Сейчас просто перезапишу рецепт, по-другому сделаю его. Нет, снизу. Просто укажем... Так. Витвайр. Ну дай. 16. Он должен только чисто их использовать. Ничего не знаю. Смотрим. Витвайр процессор есть. Ладно. Так, пожалуйста, нормально создайся. Подождите. Все нормально. Давно не смотрел. Я думал, там обычные эти рецепты у меня напиханы, но нет. Так, все, не отвлекаемся. PSB, пожалуйста. Скажи, что вид... Да, все. И то, что нужно, использует. По идее, сейчас уже... В смысле ты опять его закидываешь? Нет, Витвайр есть. Для роборук. 16. Я вас понял. Роборука. Так, какая там? ЗПМовская. Да ёперный театр. Давайте тогда мотор. Как там? З? Прям вот. Неужели теперь сейчас везде мне придется это менять? Ну, сейчас и узнаем. Да, блин, ну вот зачем? Неудобно. Ей-богу. Так, смотрим. Био. Витвайр и... Кристалл. Окей. Так, значит, 4. Био. 2 штучки. Кристалл. 8 штук. Хлоп, и поехали. Все остальное потом уже займусь. Так, еще раз. Мотор. ЗПМ. Их. Па-па-па-па-пам. Что я делаю? Не надо зажимать, лучше уж прощелкать. Что сейчас где-нибудь накосячу. Так, еще раз PSB. Ну вот, другой разговор. Ну ладно, потом схожу, там ресурсы вытащу из того крафта. Потом надо будет разобраться, в чем там косяк. Хотя мы можем и сейчас этим позаниматься. Тик. Да-да-да-да-да. Количество, жидкость. Ладно, потом разберусь. Хорошо, уговорили. Так, и сколько ты там секунд создаешься? 700. Ой, ё-моё. Дофига. Но мы можем тогда с вами пока пойти и собрать. О, кстати, точно. Забыл совсем про них. Промеворк. 0. В смысле 0?
Ну, как я и думал, если честно, что они будут здесь лежать. Ну да ладно, сейчас закинем нас на охлаждение их. И можем пойти примерно искать место. Посмотрим сейчас, тем более через НАИ, как она собирается. И вообще не париться. Так, чтоб ты не мешалось. А, точно, их так не перекодировать. Да ё-моё. Ладно, что-нибудь потом придумаю. Кстати, вытащил все рецепты из МЕ. Ух, 4 строчки. А, ну да, все, 4 строчки. И все. Это с прошлого обновления, так я не позанимался ими. Я планирую этот многоблок поставить вот здесь, рядом с моими ассемблерами. Почему? Потому что он выглядит примерно так же. По крайней мере, 7 в ширину, 7 в длину. Так. И высоту. Раз, два, три, 6. 6 в высоту. Ага, можно хоть куда их втыкать. Кстати, тир. Что меняется в тирах? Ну, не может быть, что их тут 20, 30, 50. Врете? Ну, ладно. Каркас. Хоп. Сверху. Угу. Угу. Кстати, сзади тут нету. Тут спереди есть, кстати, она. Сзади нету. Как-то неравномерно, непонятно. Ну, ладно. Давайте сейчас буду собирать это все дело по-тихому. Хоть контроллера нету. Кстати, первый ряд. 4, 5. 5 на 5, понял. Включаем подсветочку. А, стопы. Без контроллера все-таки трудно. 7 на 7, да. Вот отсюда, значит. Так, посередине у нас ровно идет вибран, аллой. Хорошо. Что у нас тут? 6 с этой стороны, 6 с этой. 12 как раз. Отлично. А, стекло. Так, стекло. Угу. Спереди. И все. А, ага. Ну-ка, первый уровень. Ну, такое, конечно. Ну да ладно. Мы это сможем осилить. Ну а теперь энергия и все в этом духе. Разумеется, энергию постараюсь подвести откуда-нибудь с краю, если это мне позволит система собрать. Потому что он показан на втором ярусе сзади. Кстати, может тут написано? Energy Hedge плюс 1. А, типа сколько их можно поставить? Ну, тут не написано структура. Ага. Ладно, надеюсь, что просто вместо корпуса можно в любом месте воткнуть, как и везде. А вот input hash, output bus и так далее можно где-нибудь и с этой стороны. Input hash. Ну, если вам какую-то жидкость. Ладно, output bus. Ну и input bus, разумеется. Все, все. А muffler hash нужен? Нет. Отлично. Все, забираем тогда наши 72 блока. О, все готовы. И осталось только нам дождаться. Уже сам контроллер. Впервые я собираю многоблок без контроллера. Ладно, все равно там 720 секунд как-никак. Предлагает ТГ пока вниз спуститься, МЕ подвести и все в этом духе.
Так, давайте раскопаем и 5 на 5, только аккуратненько. О. Так. Отлично. Кстати, на каких крафтах будем останавливаться? Мне кажется, хотя бы сейчас в данном случае хоть с чего-то начать. Даже по минимуму. А там, если что, когда у нас появятся какие-нибудь там, кстати, полимер Родокса, родоксовый полимер или что там, то просто на него переключиться. Все равно это будет лучше, чем вообще ничего. Ну, точнее, чем по одной штучке создавать, как мы это делаем. Я считаю так. Так, стопы. А сколько у нас здесь? 8 миллионов. Взял провод с этого батареи буфера и тоже решил здесь подключить. Ну а что там, 16 батареек. Более чем достаточно. Что касается МЕ. МЕ тоже у нас тут недалеко находится. Просто можем здесь проложить вот так вот линию. Так, давайте вот сюда. Так. Все равно времени в вагон. Поэтому можем даже аккуратненько тут все задекорировать. Жидкости точно, там же... Что я вспомнил просто. У нас же тут не по одной жидкости даже требуется. Так, то. Даже по 3. Да. Хорошо, я вас услышал. Input hash нам нужен еще. А хотя... По идее можем... Хотя, блин, разные жидкости тут, как вы видите. Он просит Stirless Bio Crystal Medium. Здесь он просит у нас Ground Crystal Medium. Здесь без них. Вот здесь что будет требовать? Ух ты. То есть уже 5 жидкостей, как минимум. Ну, в меньших уровнях там, да, по стандарту 2 жидкости, ничего новенького. Ага. Хотя вот эти штуки тут... тьфу ты, вот мы вот этот техпроцессы будем исключать, я так понимаю. Да. И причем еще микросхемки будем экономить, ё-моё. Ну, как вы видите, вот тут. Вот. Закидывай сюда суперкондуктор бейс UV foil, полибензимидазол, нейтроний, жидкости. Готово. А здесь вначале закинь сюда сенсор, помпочки и так далее. Кайф. То есть мы вообще будем очень сильно экономить на ресурсах. Но все равно это не отменяет факт того, что надо будет несколько жидкостей. Я давайте, знаете, что сделаю? Возьму один такой и один такой. Получается 5 жидкостей. Пойдет. Input hatch, конечно, я сейчас передвину чуть-чуть. Ой, input bus. Это пока сюда воткнем. Так, теперь нам нужны шины. Шина экспорта. 2 штучки, пожалуйста. Так, шина... Нет. Интерфейс. Кстати. Я вот про output bus думаю. Как бы лучше с ним поступить. Ладно, поменяем. Да, бог с ним. Поменяем просто на МЕшный. Я уже, кстати, с ним свыкся. Так что можно активно его использовать много где. Угу. Жидкость раз, 2. Интерфейс сюда. Так, по жидкостям. Хороший вопрос. Давайте протестирую как раз для себя. Если мы запишем с вами жидкость сюда. Кстати, Iron 3, сульфурик. Ну, 5-ю жидкость я потом добавлю, когда уже дойдем до нее, хорошо? Пока так обойдемся. Так, расширим чуть-чуть. Емкость. И, разумеется, скорость. Ой, я еще, знаете, чему удивился? Сейчас. 5 секундочек. Ускорение возьму. Может быть, это и было, я просто не замечал. Где? Вот. Ускорение стандартное. А тут еще есть такой
Такое ускорение. Тут, ну, как видите, две стрелочки, здесь уже три. Видимо, там мега очень быстро начинает закидываться предметы, там и все, ну, жидкости и так далее. Интересно очень. И давайте смотреть. Хоп. Ну, ничего, не работает. Отстой. Я надеялся на это очень. Придется искать. А хотя что? Хотя можем вот так написать. Ага. Так он мне и нашел. Ну, может, что-нибудь найдем? Нет, ну каталист у меня точно есть. Хотя вот это только нашел. И правда нету. Ладно. Я тогда беру капсулы, пойду пробегусь по базе. Соберу все жидкости воедино. Раз, два, три, четыре. Идеально. Сейчас проверим, чтобы все приходило как нужно. А под вас нафиг. Все нафиг. Так, а вот здесь надо будет записывать. Надо будет от лишнего сейчас избавиться. И подумать вообще. Хотя что думать? Просто пройдемся по всем бордам. Кстати, на самый первый распространяется? Нет. Самый первый фиг-то там. Второй тоже нет. Advance уже есть. Есть. То есть получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пока будет у нас 6 рецептов. Ну, знаете, на безрыбье и рак рыба. Как говорится. Жидкость. Где моя жидкость? Так, надо подумать. Сейчас она в жидком виде у меня есть, нету? Ну, вообще, по идее, должна быть. Так, выключено. Кстати, что у нас семья здесь? Я ж тут колдовал чуть-чуть. Хотя... Надо проверять. Семь каналов, тут 4. По идее, должно все тут запитаться-то. 2, 3. Как-то... Что-то тут не то. Так, надеюсь, сейчас не вылетит ничего. Вот, по идее, эти 3 канала должны тут совместиться, и получится 7 каналов вот по этой трубе, если все правильно сделал. Но, опять же, возможно, каналов там не хватает. Об этом я не подумал. Нет. Каналов туда в достатке здесь. Странно. Все, 7 каналов есть. Теперь сейчас жидкость должна пойти. Смотрим. Да, все есть. Прекрасно, только 4 нету. Сера. Сера у меня находится на другой базе, и надо ее по-другому... Ну ладно, серой что-то придумаю однозначно. Блин. Что придумать? Я не помню. Нет, хранилища у меня для нее нету. Она только на первом. Гемор небольшой. Ну ладно. Давайте хотя бы рецепты запишем. И там, кстати, контроллер, возможно, уже скрафтился. Так, ну-ка, удиви-ка меня. Да. Давай. Шикарно. И в награду нам дают еще куча серкетных бордов. Та-дам! Тир 7 закрыт теперь полностью. После этого теперь... О, открылось. Чего? Ух ты. Ну-ка, дайте-ка я это переведу. Фигня, короче, написано здесь полностью. Ну, блин, серьезно. Вот так вот закрывается квест. Кстати, даже про уровни не посмотрел я. Ну ладно. Укрепленное стекло одно. Stainless. Вот оно. Квест завершили. Биочембер. Теперь можно в эту сторону идти. В Нанофорж. Но это успеется.
И мы можем заглянуть с вами та-та-та-та-та, сюда. Вот. Так, я понимаю, это тир повышать? Нет, дамасская сталь. М, Ну, тут написано вот ускорялка, вижу, для нее. То есть нам нужно будет заменить некоторые блоки. Интересно, что вместо чего пойдет? Ну-ка, ты создаешься. Неинтересно, блин. Просто что-то из чего-то может... О, тут Infinity. Нет, у меня еще Infinity. Грубо говоря, еще не открыт, так что не будем тут рыпаться. Ах, ладно, будем разбираться потом. Хотя бы так закрыли, это уже, знаете, прекрасно. Так, лишнее сразу скинем. Рецепт, кстати, можем записать. Ну, давайте... Давайте... Все можем записать. Кстати, про нумерацию не посмотрел. Тир первый, тир третий, второй, первый, третий, первый, второй. Так, нам сейчас доступен вот этот, но у нас нету Радокса. Ну, блин, все-таки тиры, как они там распределяются-то? Кстати, может быть написано? А то я тут дощелкал аж до 42-го тира, блин. Покажи. Третий тир мне. Души не чаю. Ладно. Давайте тогда пока что нам доступно, то и будем использовать. Кевлар, кстати. Кевлар это хорошо. Но я его пока на автокрафт не ставил. Хорошо. Тогда пойдем чисто через полибензимидазол. Первая микросхемка. Записали. В общем, пройду сейчас по всем этим крафтам. Через полибензимидазол я это все дело сейчас поставлю. Через первую микросхемку, разумеется. Автоматизирую сульфур, чтобы он тоже подавался. И попробуем с вами протестировать это все дело. Поставил здесь квантовый танк, под него пока подвел цистерну края и с первой базы откачиваю весь сульфур. Ладно, пусть качается. МЕшечка подведена, включена. Отлично. Можем возвращаться. Рецепты тоже записал. Сейчас покажу еще, разумеется, какое там количество вообще при создании идет. Это просто бомба. Давайте-ка это... Да, блин, какая нудная музыка в уши бьет. Давайте-ка мы отсюда вытащим все рецепты. Такого же плана. То есть это нафиг. Это... Так. Это. И это. А синие, кстати, где? Вот они. Ну все, старые рецепты убрал. Сейчас главное их не воткнуть. По количеству сейчас я воткну в интерфейс. Увидите количество их. 12, 46, 8, 16, 23, 32. Это все через полибензимидазол. Круто? Мне нравится. Подрубайся. Кстати, погнали. Стоп. В первую очередь. Сера. Серы нету. В смысле? Используйте декодер жидкости пакета, чтобы его подать обратно в жидкость. Так. Капсула. Ну-ка, давай. Заливайся, пожалуйста. Я что там, зря тебя поставил, что ли? Пока литр нальем, надо посмотреть. Что поставим? Давайте вот, например, зеленые. Ну, чтобы побыстрее это было. Еще раз гляну. 1000 он потратит на 23 штучки. Как раз 1000 должно хватить. Многоблок. Ой, контроллер для многоблока. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Не хочешь собираться? Теперь первый, кстати, пишет, да. Прикольно то, что пишет. Вау. Что это все?
Ну, возможно, он сейчас не собирается из-за того, что это все должно быть сзади. Тут он даже на втором ярусе находится. Кстати, тут вот написано тир 2, 3. Тир 2, Дураниум Фреймбокс. Там Дамаск, тут Дураний. И 158 Reinforce Fatal Frame Casing, окей. Тир 3. Биочембер Upgrade. Liquid Cooling Tower. Термосинг радиатор. Ой, ё-моё. А чё так много всего-то? Я не понимаю, что, за что отвечает. Хотя вот тут, наверное, написано, будет потом перевести. Неужели мне сейчас все на второй уровень, на второй ярус надо будет вот втыкать? Ну не хочу, не буду. Ну надо. Ладно. Поиграем по вашим правилам. Жалко, конечно, эту всю жидкость. Сульфур откачай на всякий случай. Нет, тихо, тихо, тихо. Хотя. Мы просто это все дело, по идее, скопируем. Жалко, столько жидкости. Ну, я надеюсь, что дело было чисто только вот в этом. Не в том, что я собрал как-то неправильно, а в том, что просто не там эти блоки сейчас у меня стоят в данный момент. Буду на это надеяться. Ну, поехали. Сколько там нужно-то? Даже не знаю. Жидкость раз. 5. Input, output. Automaintenance Hatch и Energy Hatch. Кстати, ты тогда пока уйди. Пойдешь выше. А Energy Hatch где? Эй! Зараза. Так. Так. Ну, 2 лишние. Вот отсюда. Ну, теперь-то ты соберешься, а? Скажи мне. В смысле нет? Я все по инструкции сделал. Харе. Ну что это за странный многоблок-то, а? Давайте смотреть. Все ровно сделал, все как нужно. Сзади пусто, все. А что с тобой не так-то? Надо с этим разбираться, мне кажется. Смотрите, перестал контроллер, чтобы посмотреть вообще тут на все. Я вижу, что вот нижний ряд сзади можно использовать. И вот эту строчку. А мы еще поставили с вами на третий ряд. Возможно, из этого у нас не собирается. Кстати, первый раз, когда подобрал, мне тут достижение дали. Так, значит, что мы можем сделать тогда, чтобы было проще? Energy Hatch, разумеется, поставить сюда. Это мне, пожалуйста, верните. Хотя весь ряд. И еще прочитал. Оказывается, охлаждение тут должно быть. То есть, например, либо заливать дистиллированную воду, либо суперкулант. Я, наверное, через суперкулант пойду. Посмотрим, что из этого получится. Вот input hash этот и будем использовать. Ну скажи, что все. Ну.
Не хочет. Какого черта? Все подержали в руках. То есть все нужные детали. В нужном количестве. В нужных местах. Ничего лишнего не осталось. Почему ты не собираешься, зараза? Ну что ж, я вернулся. Спасибо большое всем, кто в Дискорде там помогал мне с этой проблемкой. Ну, мы, конечно, это дело не решили, но я пока тут бегал, думал туда-сюда, я заметил, в чем проблема. Во-первых, мне подчеркнули то, что вот здесь не должно быть блоков. И правда, я чуть не обратил внимания, построил. И у меня образовалось 5 лишних блоков. Думаю, почему у меня 5-то осталось? Заглядываю тут внутрь. А я тут просто забыл линию проставить. Ой, блин, вот сейчас 100% соберется, зараза. Ну-ка. Да, собралась. Да ёперный театр. Ну, опять же, собралось это все прекрасно. Но еще всякие тонкости мне рассказали, подчеркнули. Поэтому что еще хотел посмотреть и потестировать. Тут внутри, в контроллере, можно это все дело... апдейт производить там до 2 до 3 уровня и так далее. То есть мы тыкаем с вами, видим, как собирается структура. Откроем контроллер. Пишем здесь. Ой, тир 2. Опять тыкаем. И смотрим, тир 2. Это то есть вот здесь такая пристроечка должна быть у нас. Жесть. А если мы с вами напишем тир 3... Мамма мия. Это что ж за ужас? Насколько ты длинная? Ну, в потолок будем упираться. Жесть. То есть тир 3 полностью меняет вообще структуру ее. Ну, а что, прикольно, конечно, не спорю. Но это ужас. Кстати, где здесь у нас? А, снизу у нас все стоит. Понятно. Да. Но помимо этого, давайте вернем пока на тир 1. Еще мы можем добавлять всякие апгрейды. Например, охлаждение там через дистилляционную воду. Но это опять же нужно апгрейд делать. То есть вот стандарт. И еще вот сзади вот такую штуку нужно будет присобачить. Ну, можем, конечно, ее подвинуть поближе, наверное. Ну, то есть координата двигается, надо посмотреть. А если тебя еще добавить? Так. Либо она изменилась, либо что? Не знаю. Так, а если еще тебя? Мне кажется, блоки какие-то меняются. А, вот они. Вот здесь и вот здесь. То есть, по факту, вот, первый апгрейд, второй и третий за день увидел. То есть, если хотим нарастить мощности, там и все остальное, то надо будет ставить дополнительные структуры. Но что будет, если мы тут что-то подшаманим? Z, XZ, XZ. А, первый... Так, биоапгрейд. Колонтир. Давай напишем 10. Здесь напишем 20. О, 21. Ну, то есть... 16 максимум. Так, ну это сместилось. И это дальше. А давай-ка еще. Ну, пусть будет 3. Ой. И здесь 3. Это максимум близко. Так. Давай. 7. Ну, чтобы, грубо говоря, не сильно рядом, хотя... Что я двигаю? Тебя же должен... Нет. Давайте с этого начнем. Тогда здесь... Вот, 7 здесь будет.
Вот. По факту можем так вплотную воткнуть и все, и не париться. Вот это тоже давайте сейчас еще пододвинем, посмотрим. Мгм. На одну ручку. Тихо, тихо. Ну да. Но опять же, для этого нужно много места. Я не рассчитывал, если честно, на такое. А вообще при хорошем раскладе вот это все дело иметь сразу для подготовки на сбор третьей линии. Это все рядом тоже. Пододвинуть надо будет. И башенка. Блин. Давайте хотя бы пока с первым уровнем тут расквитаемся. Все остальное подождет. Хотя было бы круто, но нет. Я еще пока там не разобрался, что к чему. Так, это все есть. Что, будем тест-то проводить? Ха-ха. Ладно. Серия сегодня у нас получается очень длинненькая. Ну, а что с этим, собственно, поделаешь? Так. Шина экспорта. Давайте вот эту забираем. Так, так. Тихо, тихо. Я тут тестировал. Input хэш просто обычно ставил. А для кулонта тут input хэш не нужен. С другой структуры собирается, оказывается. Так. Странный какой-то звук был. Ну, вы слышали, возможно. Я повторю для вас. Ну, надеюсь, услышали. Так. Так, так. Все, это сделано. Загрузили, все шикарно. Энергия. Блин, МЕ сейчас будут все перекрывать, зараза. Кстати, надо не забывать про первую микросхемку. Наверное, вот сюда вот втыкается. Ага. Так. Так, 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 так. Ну ладно. Пока и... А хотя тут через... А, нет. Ладно, бог с ним. МЕ просто сзади проведу пока что. Временно. Потом буду думать, как это будет и где стоять. Сейчас нам главное уже хотя бы протестировать. А то серию я подзатянул. Ну, давайте запускать. Ой, забыл, что хотел скрафтить. Зелененький хотел скрафтить, точно. Боарт. Пока я запускать не буду. Протестируем, как придут ресурсы. Все на месте. Да, микросхемку можно будет воткнуть, но надеюсь, что тут проканает. Крафт пошел. Крафт идет в 18 секунд. Причем он тут, как вы видите, использует луфтир, хотя я подключил 8 миллионов. Почему? Ну, разумеется, тут еще нужно вот эти апгрейды делать. Там на скорость влияет все однозначно. Надо будет посмотреть, как вообще в конце будет выглядеть и как быстрее будет крафтиться. Но он скрафтил. Так. 23 штуки пришло. Как было запланировано. Фух, ну хотя бы, знаете, хоть что-то уже получили, то я этому уже чертовски рад, если честно. Можно переходить на второй-третий уровень. Для этого, разумеется, мы будем использовать. Тут написано вот, что для второго, что для третьего нужно и так далее. Тут все расписано, какие блоки. А как ставится, там мы уже увидим по сборке. Надо будет потом подумать, посмотреть, стоит, не стоит это делать. Жесть какая. Но мы это сделали. С вами был Милтон. Надеюсь, вам понравилась серия. До скорой встречи. Всем пока.